Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Сегодня я приготовил для вас немного странные, но в то же время страшные видео, которые точно не оставят в стороне любителей паранормальных явлений и мистики. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! Странная фигура. Данное видео, заснятое в больнице, популярно в азиатском сообществе YouTube и TikTok. Мы можем видеть, как фигура стоит над пациентом. Она не шевелится и ничего не говорит, а просто наблюдает. Видео заставило зрителей задуматься, не является ли эта фигура тем, кто сопровождает человека после смерти на другую сторону. Первые думают, что это может быть ангел смерти. Вторые считают, что это какая-то темная сущность. Третьи не видят в этом ничего особенного, так как это может стоять обычная девушка. Но из-за правильно выбранного момента съемки видео, ролик вызывает подобные эмоции. Довольно странное видео, которое вызывает множество вопросов. Однако выглядит это действительно пугающе. Вы согласны? Не работай ночью. В ноябре 2021 года ночные рабочие часы стали настоящим кошмаром для одного офисного сотрудника из Сингапура. Видео было снято на камеры видеонаблюдения и опубликовано совсем недавно в TikTok. Сам ролик вызвал при этом внушительный резонанс в сообществе. Взгляните на то, что удалось заснять камере. Предметы в комнате начинают двигаться, казалось бы, сами по себе. В конечном итоге это становится невыносимым для сотрудника, и он убегает. Но жуткие события в этом офисе не заканчиваются. Посмотрите. Можно увидеть, как в задней части комнаты выглядывает темная фигура. Зрители видео выдвинули несколько теорий, объясняющих странные происшествия. Некоторые склоняются к паранормальному, предполагая, что в офисе могут обитать привидения. Другие утверждают, что это может быть просто шуткой, которую устроил другой сотрудник. Чтобы добавить правдоподобности теории о паранормальном, некоторые пользователи поделились личным опытом наблюдения паранормального в том же районе Сингапура. Так может ли это быть действительно паранормальной активностью, которая была снята на камеру? Решайте сами. Они не одни. Теневые фигуры довольно часто встречаются в мистических видео. Следующие люди уверяют зрителей, что то, что они публикуют, является подлинным паранормальным явлением. Видео начинается с того, как авторы ролика сидят на диване и ждут появления двух теневых фигур. Посмотрите. In an effort to prove that these are real, I've made Kaylee sit. Thanks. Sit really close. And she's going to grab the camera as soon as we see one. Just try and grab it as best you can. Yeah, go. Quick, quick. Anything? Nothing. Nope. Nothing. Show everywhere.
Well, there's nowhere really to show. No, there's nowhere to show. Как только в кадре показываются две фигуры, женщина хватает камеру и бежит быстрее заснять их. Но там никого не оказалось. Yeah, go. Quick, quick. Anything? Nothing. Nope. Nothing. Возникает логичный вопрос. Почему бы не установить камеру в коридоре и направить на лестницу? Авторы ролика говорят, что они пытались это сделать, но камера просто отключается и ничего не снимает. Мнения, как обычно, два. Одни зрители верят им, а другие списывают все происходящее на добавление эффектов при постпродакшене. Напоминаю всем, у нас есть телеграм-канал, который отлично дополняет наш YouTube. Он довольно у нас разнообразный, и каждый в нем найдет что-то для себя. При этом посты выходят 2, а то и 3 раза в день. Обязательно подпишись, ссылка будет в описании. Испуганная собака. Камера видеонаблюдения на улице показывает 2 часа 44 минуты. За 16 минут, как говорят, до времени ведьм. Мы видим, как уличная собака лает на что-то или кого-то, прежде чем побежать дальше. Она поджала хвост и оглядывается, как будто ее что-то преследует, и через несколько секунд мы видим следующее. На пустой улице появляется тень, которая по форме напоминает человека. Она проходит мимо камеры и исчезает за кадром. Некоторые предполагают, что шары, которые появляются на камере перед прибытием тени, это не что иное, как сгустки энергии, которые являются наиболее распространенной формой паранормальной активности. Скептики же говорят, что это всего лишь воздействие света на частицы пыли, а сама тень – это сбой в работе камеры. Но кажется странным совпадением, что эти шары появляются примерно в то же время, что и странный силуэт. Интересно, что здесь делает эта странная фигура в такой поздний час? И почему так напугана собака? Правду, возможно, мы никогда не узнаем. Жуткая встреча. Что бы вы сделали, если бы проезжали мимо дома настоящей ведьмы и увидели бы это? Если замедлить видео, то можно увидеть, что фигура, стоящая у дороги, несомненно похожа на ведьму, либо призрака. Но некоторые зрители считают, что бояться нечего, и это всего лишь человек в костюме, пугающий водителей. Может быть, действительно бояться нечего, но не каждый бы из вас захотел увидеть что-то подобное рядом с дорогой. Странное свечение. Без лишних слов, давайте посмотрим видео. Ролик был заснят на камеру видеонаблюдения и опубликован на Reddit. Изначально многие думали, что это ошибка в камере, но в некоторые моменты это свечение выглядит как нечто похожее по форме на человека, и двигается оно в разных направлениях. В конечном итоге единого мнения нет. Пока что никому не удалось повторить данный эффект, поэтому это странное видео остается загадкой. Тень церкви. Команда исследователей паранормального посещает заброшенную церковь. Они находят некий документ и пытаются изучить его, собрав все данные воедино. Но в этот момент кто-то наблюдает за ними из темноты. Más luz, por favor. Oh, no manches. ¿Qué? Güey, acabo de ver a alguien arriba. ¿Dónde arriba?
¿Allá? Arriba, sí, en el segundo. ¿En el coro? Sí, sí, sí. Pareciera que hay alguien, güey. Creo que lo tengo aquí. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Наверху можно увидеть тень, которая появляется на долю секунды и затем исчезает. Нельзя сказать однозначно, действительно ли это мистическая тень или просто игра света. Как мы видим, у авторов ролика имеются фонарики, и при любом неосторожном движении можно заснять иллюзию какого-то присутствия. Но если эта тень настоящая, то может быть она не хочет, чтобы они сложили все кусочки головоломки воедино. Ведьма или кошка. Следующее видео довольно загадочно по происхождению. Никто не знает, что происходило в доме автора ролика до того, как было снято это видео. Но судя по видео, кажется, что в доме что-то обитает. Se convierte en gato. Hay algo allá afuera que estamos viéndolo. ¿Quién eres? Tú no eres un gato. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es eso! Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Te estoy grabando. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? ¿Tú no eres un gato? Tú no eres un gato. Te ordeno que te vayas de mi casa. ¡Ay! No manches. No manches. ¿Qué es eso, Regina? Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. На протяжении всего ролика мы видим, как нечто лежит на полу и, как кажется, смотрит на автора ролика. В этом странном видео многие зрители нашли проявление ведьмы, которая подражает кошке и, вероятно, пытается заманить людей в свою ловушку. По их мнению, она, вероятно, хочет, чтобы они подошли ближе, а затем, когда наступит подходящий момент, сделать с ними что-то ужасное. Скептики же говорят, что это обычная кошка с нестандартным окрасом, и из-за темноты создается подобный эффект. Чему верить, вы решаете сами. Однако обратите свое внимание, как спокойно была женщина, когда снимала этот ролик. В темноте. Автор следующего ролика рассказал, что он часто просыпается ночью и слышит странные звуки в своем доме. Однажды ночью все стало хуже, и звуки не прекращались. В конце концов, он взял свою камеру в надежде заснять то, что издавало эти звуки. Посмотрите, что он увидел. Когда свет выключен, кажется, что на столе сидит темная фигура. Однако, когда свет горит, там ничего нет. Тень, кажется, не соответствует ни одному из предметов в комнате, что делает это видео довольно тревожным. И тот факт, что автор ролика действительно слышал странные звуки в своем доме, делает эту встречу еще более жуткой. Чумной доктор. Это видео, опубликованное на YouTube, определенно не даст вам спать по ночам. Автор ролика исследует жуткий старый заброшенный дом. В начале видео он показывает свою встречу лицом к лицу с предполагаемым культистом. После этого он показывает уже новый ролик с того же места. Поначалу вроде бы все довольно спокойно. Однако все меняется, когда он видит следующее. Oh my god, look. Yo.
these little statues. It's like the demonic statues. What the hell? I guess we see better. This is like, oh my god, yo. You guys know anything about this, let me know. Несмотря на эту ужасающую встречу, автор ролика продолжает двигаться вперед, что, вероятно, было ошибкой, так как всего через несколько минут он получает настоящий испуг. Он увидел какого-то странного человека в маске, похожий на чумного доктора, который стоял на лестнице и выглядывал из-за угла. После этого автор ролика поспешил покинуть заброшенное здание, но на этом он не остановился. Мужчина начал снимать происходящее с улицы. What the hell? Oh my god. Oh my god, up this auto. I don't know if you see that, but I hear somebody up there. Oh, dude. Oh, he's probably looking for something. Oh, look right there. No way. He's wanting to peek. I don't think he saw me. Oh, he's peeking now. Nah, chill, bro. That's not human, bro. That is not human. It's like a bird face. Yo, what he's doing? Dude, that's a... No fucking way. После всего увиденного сомневаюсь, что он захочет туда возвращаться. Ведь это заброшенное здание вовсе не заброшено. Вендиго. Следующее видео не имеет какую-либо предысторию, однако происходящее в нем выглядит довольно жутко. В ролике мы видим, как автор находится в заснеженном лесу посреди ночи. Пойти в лес одному было не самой лучшей идеей. Мужчина первые несколько секунд видео паникует из-за чего-то, чего ни мы, ни он не видим. Посмотрите, что ему удалось заснять. I got something screaming down there. I don't know what this is, man. Something screaming down there, man. Hello? Where are you? Show yourself right now! Something big moving in there, man. Something real big, guys. What the shit, man. Помимо страшного звука, в какой-то момент видео, если вы посмотрите внимательно, то заметите, как какие-то глаза смотрят на автора ролика из темноты.
Сам автор и многие зрители предположили, что ему удалось встретиться в тот день с Виндиго. Говорят, что когда у Виндиго наступает чувство голода, то он начинает охотиться на людей. Однако автору ролика повезло, и он смог покинуть этот лес. Что это было на самом деле? Если у вас есть предположения, то напишите их внизу в комментариях. Кто за рулем? Следующее видео облетело многие новостные порталы в интернете. Сами кадры были сняты в Нью-Йорке, в одном из мест, где, по словам местных жителей, уже давно обитают привидения. Давайте посмотрим видео. На ролике виден велосипед, который движется по тротуару, но за его рулем никого нет. Он медленно движется до тех пор, пока не падает на бок. На этом видео заканчивается. Не уточняется, был ли в тот день сильный ветер или что-то в этом роде. Но даже если бы он был, велосипед, скорее всего, не смог двигаться именно так, как показано в видео. Так что же здесь происходит? Сложно сказать наверняка, так как не хватает больше информации о ролике. Как вы думаете, на этом велосипеде действительно ездила паранормальная сущность? Был ли это просто ветер, или это вовсе сделано с помощью визуальных эффектов? Силуэт в черном. В обычном доме женщина была одна со своей собакой, когда внезапно погас свет. Она была этим озадачена, и после, услышав шум снаружи, взяв фонарик и телефон, решила посмотреть, что происходит. И вот что ей удалось заснять. В окно она увидела, как ее ворота открывались и закрывались сами по себе, несмотря на то, что ветра не было. Ей стало любопытно, и она решила оглядеться в поисках объяснения этого явления. И тут она заметила кое-что реально страшное. Она направила фонарик в сторону ворот и увидела то, что казалось человеком в черной одежде, который смотрел прямо на нее. Представьте себе, что вы один в темноте и видите странно одетого человека прямо за вашими воротами. У любого бы побежали мурашки по коже. Женщина тоже испугалась, но набралась смелости и решила выяснить, кто это был. Она взяла фонарик поярче, и когда она вернулась, то случилось что-то странное. Вместо человека на том же месте она увидела черную кошку. Но женщина была убеждена, что до этого видела человека, поэтому она продолжала его искать. И потом женщина все-таки увидела ту же фигуру в черной одежде. Она очень испугалась и быстро выключила фонарик. В этот же момент она услышала 3 громких стука в дверь. На этом видео заканчивается. Мы не знаем, что случилось с женщиной той ночью, однако все это очень похоже на сюжет к фильму ужасов. Как вы считаете? Одержимость. Команда исследователей отправляется в лес с целью найти призрачный мост. Однако вскоре один из них как будто становится чем-то одержимым. Он начинает вести себя странно и что-то видеть и ощущать. Okay. What the just happened? Thought I was gonna throw up there for a second. Holy. It's funny because I had a couple nauseous spells. I just didn't really say anything. He's there. What?
No, he's right there. He's... You see something? He's right there. Are you okay? Huh? You see something? Yeah, he's literally right there. What's going on right now? Right there. Okay, he's starting to creep me out right now. What the is going on right now? There. You keep getting further and further. Yeah, but he's right there. I don't see anything, dude. Right there. What the are you seeing? Just come. You don't see it? What? What the those... Dude, come on, man. We gotta get out of here. You didn't hear that? Dude, come on. Where are you going? Didn't you just hear those footsteps running? Where are you going? Ange, we gotta go. Мужчина ведет оператора вглубь леса, но через некоторое время, как кажется, он приходит в себя. What's up? What? What? Do you not remember just standing by the water there? I never went by the water. What are you talking about? We should go. I have the footage. I'll show you. Do you understand where we are right now? Did we pass the tree? Long time. Что на него нашло? Это была одержимость? Или он находился в неком трансе? То, что он увидел, является загадкой для всех нас и для его самого. А по вашему мнению, что с ним произошло? Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Все равно это никто не смотрит. Что я это записываю? Рекламируешь им тут телеграм-канал, чтобы они подписывались. 80% смотрят без подписки. Лайки, чтоб ставили, комментарии писали. Все. Но выглядит это... В нем...